Сегодня мы попробуем сделать вот такую вот веточку с необычными цветочками. Можно делать разные варианты таких цветов. Для этого нам понадобятся вот такие вот формы. Они продаются в наборе по 3. Есть с острыми, есть с скругленными. В данном случае у меня острые. Шарик, стек, резак, ножницы, палочка, тейп-лента, сам холодный фарфор 2 цветов, проволока тонкая в оплетке, любая серединка, можно из-под пижмы или ромашки, ну и несколько шариков пенопластовых. Раскатываем очень тонко глину и вырезаем форму, самую крупную. На один цветок нам необходимо 2 части. После этого берем палочку и дополнительно протягиваем от центра в стороны наши лепестки. И аккуратно снимаем. Если лепестки получились разного размера, можно их немного подтянуть в стороны. Берем основной стек и прокручиваем только самый край лепестка в одну и в другую сторону, так чтобы он у нас увеличился в размере. И заодно скруглился. После этого подбираем шарик и внутри прокручиваем. И в таком положении оставляем сохнуть. Вот так. Пока сохнут наши листики, мы подготовим закрытые бутоны. Берем светлую глину, обтягиваем наш шарик и прищипываем поперек. Вытягиваем небольшой такой треугольник. С одной стороны придавили, с другой и верхнюю часть прокрутили. Ну, чтобы получилась какая-нибудь завитушка. То есть как закрытые бутоны. Немного подрезаем края у самого основания, для того, чтобы убрать неровности. И в центре тонируем необходимым для вас цветом. С одной стороны и с другой стороны.
Также совсем немножко тонируем наши бутоны. Заранее я подготовила середины, протонировала их и будем клеить. Первые лепестки мы приклеиваем к основанию полностью, поэтому клеем промазываем нижнюю часть середины. В этот раз я, кстати, сразу сделала с ножкой. И вставляем. Тщательно прижимаем. Для этого нам необходимо, чтобы серединка была полностью высохшая. 1. И также смазываем основание. И 2. Опустили. И в промежутке выкладываем наши лепестки 2-го слоя. Сначала выложили, а после этого придавили. Как делать чашелистники, я не буду повторяться. У меня хорошо рассказано это в мастер-классе про хризантемы. Здесь я использовала точно такой же принцип. Собирать можно в любом порядке, начиная с бутонов. Делаем достаточно длинный ствол и также места соединения между бутонами и цветками. В разном порядке. Опять же, приложили крестиком и скручиваем. Продлеваем глиной, даем время полностью высохнуть и затем на определенном расстоянии привязываем еще один цветок. Вот такие декоративные веточки можно сделать из простой формы.